Снимаю. После 8-часового перелета мы наконец-то добрались до Соединенных Штатов Америки. Дышим воздухом свободы, поговорили о физике плазмы с улыбчивым таможенником. И вот мы здесь не работает Wi-Fi, там видно какие-то конструкционные работы. И мы попробуем сесть на поезд и добраться до нашего отеля. Это задница быка, который стоит на Уолл-стрит. Здесь довольно мало народу, потому что все остальные тусуются спереди от быка. Там просто сотни туристов, китайцев и не разбери поймешь кого. А перед быком стоит смелая девочка, которой практически никто не интересуется, поэтому там можно снять нормальную фотку. Так вообще нормальные фотки, конечно, в интернетах. Сам ты просто смотришь на то, что здесь есть. Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерипасовской разницы нет вовсе никакой. Сейчас мы сидим на Брайтон-Бич, и на самом деле это довольно классный район. Здесь очень тихо, мало людей. Везде слышна русская речь. Там находятся русские бары и рестораны типа «Волна» и «Татьяна», где, как мне рассказали местные жители, тебя обязательно обсчитают и нагреют на крупную сумму, потому что русский русскому глаз не выкроет. Но в целом здесь очень тихо и мило. Здесь океан и пляж, и вот этот деревянный бордвок. И довольно интересно. Но сложно понять тех людей, которые сюда переезжали давным-давно и привозили вот эту всю свою русскую культуру и русский багаж, и все то, от чего они, в принципе, уезжали из Советского Союза. Здесь все это заботливо законсервировано и сохранено. Я не знаю, куча людей не знает английского, и очень много русских вывесок. Это все очень странно. Такую иммиграцию мне сложно понять. Немного об американской еде или как прожить в Нью-Йорке и не разжиреть. Все дело в том, что если прийти в любой американский ресторан, там тебе подадут американский бургер, разорви лицо, кучу картошки фри, зальют это соусом, горчицей и чем угодно. И, в общем-то, если все съесть, то встать из-за стола будет очень сложно. Но есть решение. Не нужно ходить в американский ресторан. В Нью-Йорке целая куча итальянских, китайских, корейских и других мест кухни всего мира. Нужно ходить туда, есть роллы, которые здесь замечательные, лапшу или иные блюда кухни мира. И с ними, скорее всего, все будет офигенно, и, скорее всего, они еще будут гораздо дешевле, чем в американских местах. Или, наконец, можно зайти в Whole Foods, который очень пафосный и хипстерский продуктовый магазин, где все супер натурально органическое, взять там тех же самых роллов и слопать их в Централ Парке.
ваше здоровье. Мы приехали в Бостон. Это Бостон вот так. Бостонцы называют Бостон маленьким Нью-Йорком, и вообще-то они не прочь над Нью-Йорком пошутить на тему того, что там живут недалекие люди, готовые переплачивать за все подряд. Здесь живут умные люди, что подтверждает статистика. Средняя зарплата в Бостоне почти в 2 раза выше, чем средняя зарплата в Нью-Йорке. Бостон совершенно другой по настроению, он гораздо чище, гораздо меньше, совершенно другая архитектура. И, в общем, он довольно уютный. И мне кажется, что жить здесь гораздо лучше, чем, например, в Нью-Йорке. Здесь куча университетов, здесь достаточно удобный общественный транспорт, чисто. И есть отличные кофейни. Мы нашли супер место, где готовят flat white. Flat white на восточном побережье. Серьезно. Еще мы попили здесь чай. Чай был Липтон, поскольку весь хороший чай утопили давным-давно. Вот и все, что я могу сказать про Бостон. Завтра будут университеты. Мы добрались до MIT, Массачусетского технологического института. И мы прошли на кампус, обошли все вокруг, сходили внутрь. И вот это вот, например, это отделение плазменной физики здесь. И должен признать, MIT выглядит очень круто. Везде можно пройти, все аудитории открыты, часть лабораторий находится за стеклянными стенами, можно посмотреть внутрь на то оборудование, которое там есть и как проходят занятия. Все очень открыто и настраивает на вдохновляющий лад. Ты думаешь, что да, здесь действительно творится образование и настоящая наука, в отличие от большинства российских университетов, входя в которые ты думаешь, ну, зато здесь, наверное, должны давать хорошее образование. Так что вынужден признать, нашим университетам есть куда расти. Если у вас есть 40 тысяч евро, то Если у можно вас пойти есть 40 учиться в MIT. Да. Мгм.